Праздник Пасхи в Германии. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать к нашему выпуску подкастов Russian in Context с Инной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете нас и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ирина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Для тех, кто уже достаточно хорошо понимает русский язык и хочет улучшить свои знания, свой словарный запас простым, естественным и эффективным путем в контексте. Транскрипцию каждому подкасту вы скоро найдете на нашей странице russianincontext.com. А теперь, после небольшого отступления, перейдем к нашей теме. Весна. Начало апреля. Германия готовится к великому празднику Пасхи. Этот великий христианский праздник празднуется во всем мире. В Беларуси, откуда я родом, празднуют Пасху 2 раза, как и 2 раза Рождество. Причиной этого является то, что у нас много православных и католиков. Праздник Пасхи отмечается православными и католиками по 2 разным календарям, поэтому дни празднования Пасхи в этих конфессиях не совпадают. Разница между католической и православной Пасхой иногда может доходить до 5 недель. А теперь вернемся к Германии, к стране, в которой я живу очень давно и уважаю ее традиции и культуру. Религия в Германии играет важную роль, поэтому значимые, то есть важные христианские праздники являются официальными выходными. Пасха для немцев – важный семейный праздник и называется Остан. По одной версии, это слово древнегерманского происхождения и означает «восток» – Остен. В эти дни христиане вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа и радуются воскресению Сына Божьего. Приготовления к празднику начинаются уже в четверг. Его называют также Великий четверг. Многие люди спешат еще в магазины, пытаются приобрести последние подарки и закупиться на несколько дней, до вторника. Пятницу называют также Великая или Страстная пятница. Это день страданий и казни Христа. В этот день в Германии все закрыто. Люди находятся дома и проводят этот день в тишине. К столу подают традиционные блюда из рыбы. Великая суббота – также день тишины и размышлений. В этот день готовят пасхальную еду, пекут пасхальные куличи, часто в форме ягненка или зайца, а также выпекают пасхальный хлеб Остаброт и красят яйца. Яйцо является символом новой жизни. Раньше яйца окрашивали только в красный цвет, как символ страдания и воскресения Иисуса Христа. Сейчас же существует множество красок для окрашивания и также для росписи яиц. Почти по всей Германии с субботы на воскресенье немцы организуют большой костер, чтобы вместе праздновать Пасху. В этом году все пасхальные костры официально запретили. В воскресенье, после церковной службы, немцы радуются празднику в семейном кругу и едят блюда из ягненка или баранины. Немцы очень любят дарить шоколадные яйца
и шоколадные фигурки зайцев. Они укладывают их в пасхальные гнезда или корзины. На улице, по традиции, немцы украшают деревья яркими декоративными яйцами. Весенние каникулы в немецких школах совпадают с праздником Пасхи и называются пасхальными каникулами и длятся 2 недели. Особую радость детям в эти дни доставляет пасхальная традиция – искать яйца в саду. Рано утром, в пасхальное воскресенье, дети просыпаются и начинают искать в доме и во дворе разноцветные яйца. Говорят, что пасхальный заяц приносит детям крашеные, а также шоколадные яйца и прочие подарки. Дети ждут зайца как подарков от Санта-Клауса на Рождество. Откуда же взялась традиция с пасхальным зайцем? Древние германцы были изначально язычниками, то есть поклонялись многим богам и идолам, и почитали, иными словами, любили богиню весны и плодородия Астару. В ее честь, то есть из уважения к ней, устраивали праздник и отмечали приход весны крашеными яйцами. Заяц был помощником богини Астары и также являлся символом весны и плодородия. Плодородие – это то, что дает нам хороший и богатый урожай. Одна легенда говорит, что богиня Астара нашла раненую птицу на снегу и превратила ее в зайца, чтобы спасти ей жизнь. Птица стала зайцем, но ее способность откладывать яйца осталась неизменной. Позже образ зайца превратился в символ Пасхи. Легенда о пасхальном зайце впервые была зафиксирована в 1682 году в рассказе о пасхальных яйцах профессора медицины Георга Франка фон Франкенау. Пасхальный понедельник также является выходным днем в Германии. Этот день визитов к родственникам и близким друзьям, а также день прогулок. В эти праздничные дни все желают друг другу счастливой Пасхи, а по-немецки это звучит так: Frohe Ostern. Дорогие слушатели, на этом я хочу закончить свой рассказ. Пора бежать на кухню, красить яйца и печь пасхальный хлеб. В начале мая мы снова вернемся к этой теме и поговорим о Пасхе и ее традициях в России и в Беларуси, так как в этом году православные отметят Пасху на месяц позже. Если вам понравился наш подкаст, и вы хотите рассказать нам, как празднуют Пасху у вас, пишите нам на YouTube, Фейсбуке, Инстаграме, и также слушайте нас на Spotify и Podbean. Не забывайте, что транскрипцию и викторину с вопросами к тексту вы скоро найдете на нашей странице russianincontext.com. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Инной и Ириной. Счастливой Пасхи и до скорой встречи!